Это проект «Русский через истории» от А до Я. Аудиокурс изучения русского языка по методу Storytelling. Я Дмитрий Гурбатов, и сегодня я расскажу вам историю про валенки, традиционную зимнюю обувь в России. Смотрите видео несколько раз, используя поочередно английские и русские субтитры. Как вы знаете из предыдущего видео, я часто проводил каникулы в деревне у бабушки. Чаще это происходило летом. Зимой в деревне довольно скучно. Все засыпает снегом, и полдня уходит на то, чтобы расчистить дорожку от дома до центральной дороги. Развлечений зимой тоже немного, поскольку друзей не было. Все мои деревенские приятели жили в других городах и тоже приезжали в основном на каникулы. Но один мой друг, Леха, все же жил неподалеку, в районном поселке в 3 километрах от нашей деревни. Однажды получилось так, что родители отправили меня к бабушке в деревню зимой. Я тут же поехал навестить друзей в соседний поселок, чтобы согласовать планы на неделю. Мы договорились с другом встретиться в тот же вечер на центральной площади поселка, там, где вечером собиралась молодежь. А потом были варианты досуга. Например, посмотреть фильм в видеосалоне. В то время западных фильмов в кинотеатре не показывали. Повсеместно были подпольные салоны, владельцы которых за плату позволяли посмотреть фильмы на видеопленке. Можно было пойти в клуб на дискотеку, либо просто потусоваться на улице со знакомыми. Поскольку в любом случае планировалось культурное мероприятие, я решил принарядиться. То есть надел парадную одежду, ту, в которой приехал из города. Я наотрез отказался от предложения бабушки надеть валенки, телогрейку и шапку-ушанку, обычные для этого сезона в деревне. «Я же буду выглядеть как пугало», — говорил я. Каково же было мое удивление, когда, приехав на место встречи, я обнаружил, что все молодые люди были одеты так, как мне предлагала бабушка. И еще я выяснил, что существовала своего рода местная мода. Телогрейки обрезали покороче и перешивали, чтобы они выглядели элегантней, по фигуре. Шапки-ушанки завязывали не сверху, а сзади, а на валенки надевали симпатичные калоши. Что касается меня, то, во-первых, я ужасно замерз в тот день, а во-вторых, в короткой куртке, ботинках и осенней шапочке все смотрели на меня как на пугало. Пришлось идти домой к другу переодеваться. Но самое удивительное меня ждало позднее, по возвращении в школу после каникул. Я обнаружил, что мода на валенки и телогрейки добралась до города. Телогреек в магазинах спецодежды, где они продавались, было не купить, а ателье были завалены заказами на их пошив. Вскоре, конечно, их заменили современные пуховики и анараки, куртки-аляски, как их здесь называли. Но валенки в России до сих пор очень популярны. Это была небольшая личная история. А если вы хотите не просто слушать истории, но и осваивать с их помощью русский язык, приглашаю вас послушать 3-й эпизод нашего курса подкаста «Русский через истории» от А до Я. Он посвящен букве «В» и валенкам. Из эпизода вы узнаете о традиционной русской одежде, о том, что сейчас носят в России, что помогает пережить суровую зиму, что особенного в валенках, и вы узнаете историю появления шапки-ушанки, а также почему телогрейка или ватник имеет дурную славу. А в премиум-версии эпизода вас ждет самое важное – практическая часть, где вы тренируете языковые навыки, пониманию на слух и говорение с помощью техник расспрашивания истории, точка зрения и обратный перевод. Переходите по ссылке в описании и продолжим!